Работа с поставщиками. Интерфейс для работы с поставщиками находится в отдельной вкладке в редакторе. Перейдя в нее, вы увидите список всех своих поставщиков. Каждая строка в списке представляет собой одного поставщика и содержит его название, идентификатор и описание. Также в каждой строке есть кнопки для добавления поставщику нового прайс-листа, редактирования и удаления поставщика. В самом начале строки есть кнопка, которая отвечает за разворачивание и сворачивание списка прайс-листов поставщика. Для того, чтобы создать нового поставщика, нажимаем на кнопку «Добавить поставщика». В появившемся диалоговом окне вводим название поставщика и при необходимости его описание. Нажимаем на кнопку «Добавить», и новый поставщик появится в списке. Чтобы добавить поставщику новый прайс-лист, нажимаем на кнопку «Добавить прайс-лист». В диалоговом окне добавления прайс-листа сначала необходимо выбрать источник прайс-листа. Источником прайс-листа может быть файл, ссылка на файл, ваш интернет-магазин и Google таблица. Далее мы разберем добавление каждого источника по отдельности. Добавим прайс-лист, источником которого является файл. Выбираем источник файл, далее нам нужно выбрать тип файла. Тип файла может быть XLS, XLSX, XML, CSV, Word. Мы выберем тип файла XLSX. Далее нам нужно загрузить файл. Загрузку файла можно осуществить, перетащив его в область загрузки или нажав на кнопку «Выбрать файл». Загружаем файл. После загрузки название прайс-листа заполнится автоматически. При необходимости вы можете поменять название. Далее нажимаем на кнопку «Добавить». После этого разворачиваем список прайс-листов поставщика и видим, что новый прайс-лист добавлен. Каждая строка прайс-листа содержит тип файла, название прайс-листа и путь к файлу на сервере. Также в каждой строке есть панель с кнопками. Кнопка, которая открывает прайс-лист в новой вкладке редактора. Кнопка для редактирования прайс-листа, в ней вы можете изменить все данные прайс-листа, а также загрузить новый файл в том случае, если прайс-лист обновился. Кнопка удаления прайс-листа. Кнопка с информацией, при наведении на которую развернется панель с основной информацией о прайс-листе. В этой панели вы можете посмотреть и очистить данные о форматировании, разметке и интеграции, а также очистить кэш файла, кэш форматеров, кэш парсинга и кэш чата GPT. Для удобства точно такая же панель разворачивается при наведении на вкладку открытого прайс-листа. Далее добавим прайс-лист, источником которого является ссылка на файл. Нажимаем на кнопку «Добавить прайс-лист». Выбираем источник прайс-листа «Ссылка». Вставляем ссылку на прайс-лист поставщика. Так как у нас ссылка на файл формата XML, то выбираем тип файла XML. Далее нажимаем на кнопку «Загрузить». После загрузки название прайс-листа заполнится автоматически. При необходимости вы можете поменять название. Далее нажимаем на кнопку «Добавить», и новый прайс-лист добавится в список прайс-листов поставщика. Главным отличием прайс-листов, источником которых является ссылка на файл, обновляются автоматически при каждой загрузке прайс-листа. Откроем прайс-лист в редакторе. Как видим, прайс-лист загружен успешно. Далее добавим прайс-лист, источником которого является ваш интернет-магазин. Этот источник прайс-листа позволяет загрузить в редактор все данные о товарах из вашего магазина.
Таким образом, вы сможете редактировать данные товаров в редакторе и загружать их обратно в магазин. Вы можете использовать все функции форматеров, разметки, интеграции и генерации файлов, как при загрузке прайс-листов с других источников. Это очень мощное средство для автоматизации работы с товарами в вашем магазине. Для примера, вы сможете настроить автоматическое заполнение и перевод на другие языки всех текстовых данных, фильтрацию товаров, назначение акционных цен, генерацию файлов прайс-листов и фидов данных и многое другое. Далее, в планировщике можно установить периодичность загрузки прайс-листа, и все это будет происходить полностью автоматически, без участия человека. Итак, нажимаем на кнопку «Добавить прайс-лист». Источником прайс-листа выбираем ваш магазин. Далее вносим имя прайс-листа. Нажимаем на кнопку «Добавить». Открываем прайс-лист в редакторе. При стандартных настройках в прайс-лист загрузилась только основная информация о товарах из вашего интернет-магазина. В случае, когда источником прайс-листа является ваш магазин, в настройках загрузки присутствует дополнительная вкладка, в которой вы можете выбрать, какие данные необходимо загрузить в редактор. Для примера выберем все данные. Обратите внимание на то, что при загрузке опций товаров появится окно с предупреждением, говорящим о том, что модуль Price Master поддерживает только опции типа флажек, список и переключатель. Если ваши товары содержат опции других типов, такие как текстовая область, файл, текст, дата, время, то они не будут загружены в таблицу и после загрузки товаров обратно в магазин будут потеряны навсегда. После того, как вы выбрали данные для выгрузки, нам необходимо перезагрузить прайс-лист. Как видим, теперь в таблице присутствуют все выбранные нами данные. Далее добавим прайс-лист, источником которого является Google таблица. Нажимаем на кнопку «Добавить прайс-лист». Выбираем источник Google таблицы. Даем имя прайс-листу. Далее нам необходимо вставить идентификатор Google таблицы. Идентификатор таблицы вы можете взять из ссылки на таблицу. Переходим к таблице и копируем идентификатор из ссылки. Вставляем идентификатор таблицы. Нажимаем на кнопку «Добавить». Открываем прайс-лист в редакторе. Как видим, прайс-лист загружен успешно. Обратите внимание, у таблицы должен быть открыт доступ для всех, у кого есть ссылка, иначе таблица не загрузится. Это можно сделать в настройках доступа к таблице. В итоге мы разобрали добавление прайс-листов из всех возможных источников. Теперь рассмотрим возможности обновления прайс-листов. Если источником прайс-листа выступает ссылка, Google таблица или ваш магазин, то прайс-лист обновляется автоматически при каждой загрузке. Но когда источником прайс-листа является файл, то обновление файла прайс-листа необходимо производить вручную. Мы рассмотрим два способа обновления прайс-листа. Первый способ делается через диалоговое окно редактирования основных данных прайс-листа. Итак, откроем ранее добавленный прайс-лист. Как видим, у нас в нем есть 9 строк с товарами. Изменим файл прайс-листа, добавив еще один товар. Далее нажимаем на кнопку редактирования прайс-листа, загружаем новый файл в область загрузки и нажимаем на кнопку «Изменить».
Перезагружаем прайс-лист в редакторе. Как видим, файл обновлен и новый товар добавлен в таблицу. Для следующего примера добавим форматер умножения к колонке с ценой товара. И сделаем разметку прайс-листа. Бывают такие случаи, когда поставщик меняет структуру файла, добавляя новые колонки или убирая старые. А у нас до этого момента была настроена разметка и форматоры для старой структуры файла. На этот случай в модуле PriceMaster разработана система контроля изменения и обновления структуры файла. Итак, изменим файл прайс-листа, добавив в него новую колонку после колонки с названием товара. Сохраним файл и загрузим обновленный прайс-лист. Обновим файл в редакторе. Как видим, у нас появилось диалоговое окно с предупреждением о том, что структура файла изменилась. В этом диалоговом окне вы можете посмотреть, какие колонки были перемещены. И нам предлагается выбрать действие, которое необходимо предпринять. При нажатии на кнопку «Обновить структуру» модуль автоматически переназначит все форматеры и разметку, которые были привязаны к старым колонкам прайс-листа, на новые колонки. При нажатии на кнопку «Обновить только файл» модуль обновит только файл прайс-листа, и все форматеры и разметка будут привязаны к старым колонкам прайс-листа. При изменении структуры файла вам необходимо внимательно проверить все изменения, которые отображены в диалоговом окне, и только после этого принимать решение о том, какое действие предпринять. После обновления структуры необходимо удостовериться в правильности привязки форматеров и разметки к новым колонкам. Также, если другие прайс-листы ссылались на колонки или ячейки этого прайс-листа с помощью ссылок, то вам придется изменить эти ссылки в других прайс-листах вручную. И так как видим в диалоговом окне, модуль определил, что колонка номер 1 была перемещена в колонку номер 2. И это верно, так как нумерация колонок начинается с нуля, а мы вставили новую колонку после колонки номер 0. Соответственно, колонка с ценой переместилась с колонки номер 1 в колонку номер 2. И мы можем доверить модулю обновление структуры файла. Нажимаем на кнопку «Обновить структуру». Как видим, модуль PriceMaster успешно справился с обновлением структуры файла. Разметка и форматеры привязаны к значениям тех колонок, которые были до изменения структуры файла. Также, если у файла изменилась структура, а загрузка файла была запланирована в планировщике, то такие файлы не будут загружены автоматически во избежание некорректной загрузки. В истории загрузок такие файлы будут помечены соответственным образом, и они будут загружены только после того, как вы обновите структуру файла в редакторе. Теперь рассмотрим способ массового обновления файлов прайс-листов. Для этого нажмем на кнопку «Массовое обновление». Теперь перетянем в область загрузки несколько файлов прайс-листов, которые необходимо обновить, и начнется процесс сканирования файлов. В процессе сканирования модуль на основе содержимого файлов будет стараться автоматически определить, к каким поставщикам относятся загруженные файлы. После завершения сканирования появится список всех файлов, которые были загружены. В каждой строке списка будет указано имя файла, тип файла, процент совпадения с ранее загруженным файлом, имя ранее загруженного файла и поставщик, к которому относится прайс-лист.
Вам стоит внимательно проверить правильность автоматического определения. Если модуль не смог правильно определить принадлежность файла, то вам необходимо вручную выбрать price-list, к которому относится файл. Для этого необходимо навести курсор на поле с типом файла и в выпадающем списке выбрать правильный price-list. Когда все файлы будут корректно привязаны к price-листам, можно приступать к обновлению файлов. Для этого нажимаем на кнопку «Обновить файл» в каждой строке списка, после чего файлы будут обновлены. Файлы, у которых была изменена структура, будут помечены предупреждением в виде красного треугольника. При наведении на предупреждение появится подробная информация о изменении структуры колонок файла. При нажатии на кнопку обновления у таких файлов, как и в предыдущем примере, появится диалоговое окно с предложением обновить структуру файла или только файл. После выбора действия файл будет обновлен. В итоге мы обновили все файлы прайс-листов и можем вернуться к списку поставщиков, нажав на кнопку «Вернуться к поставщикам». В итоге мы разобрали все способы обновления прайс-листов. Далее рассмотрим удаление поставщиков и прайс-листов. Чтобы удалить прайс-лист, достаточно просто нажать на кнопку удаления в строке прайс-листа. Далее появится диалоговое окно с предложением подтвердить удаление. После подтверждения прайс-лист будет удален. При удалении важно учитывать связь данного прайс-листа с другими прайс-листами посредством ссылок. То есть, если в других прайс-листах есть ссылки на ячейки или колонки этого прайс-листа, то после удаления эти ссылки перестанут работать и связанные прайс-листы будут работать некорректно. В этом случае необходимо будет вручную удалить все ссылки на этот прайс-лист в других прайс-листах. Удаление поставщика происходит аналогично удалению прайс-листа. Для удаления поставщика необходимо нажать на кнопку удаления в строке поставщика. Далее появится диалоговое окно с предложением подтвердить удаление. После подтверждения поставщик будет удален. При этом все прайс-листы этого поставщика также будут удалены. В итоге мы рассмотрели все возможности добавления, обновления и удаления поставщиков и прайс-листов